taken prasad, Vrindavan Das Thakur gave him a haritaki, like a digestive. После того, как Нитянанда Прабху почтил за прасад, Вриндаван Дас Такур предложил ему такую какую-то специальную штучку для пищеварения. And Nityananda Prabhu said, "Where did you get that from?" А Нитянанда Прабху спросил, а откуда это у тебя? Why have you brought this? Получается, предложил Шиладжива Госвами вопросил. Something with you, some with you. Where have you kept it? Oh, I kept it in my pocket. Oh, yes. So you can't come to us anymore. You have to stay here in Denur. И тогда Нитянанда просердился и сказал, ты нарушил правила, нельзя было ничего с собой брать, и ты пронес вот это вот что-то для пищеварения с собой в кармане, и теперь ты должен остаться здесь в Денуре. So I think we spoke about Narottam Das Thakur and Lokanath Das Goswami. Кажется, прошлой ночью мы обсуждали Нароттама Даса Такура и Локаната Даса Госвами. How Lokanath told Narottam Das Thakur, no, you can't stay here, you have to go, because you didn't follow my instruction. Локанатха Дас Госвами сказал Нароттаме Даса Такуру, ты не можешь здесь оставаться, ты должен уйти, потому что ты не следовал моим наставлениям. So what happens if Gurudev says, oh, I'm not happy with you, you have to stay here in gatchi, and you can't come back with us. You have to stay here. Maybe many of us will panic. И вот что тогда случится, если Гурудев нам скажет, все, ты дальше не пойдешь, оставайся здесь в Мамгаче, а мы идем дальше. Would we stay here? Would we follow their instruction? Would we stay here? Would we follow their instruction? Мы остались бы мы здесь, стали бы мы следовать этим наставлениям. Maybe. Может быть. Do you understand? Мадари, давай я буду. Sorry, I'm speaking a bit fast. Передайте. Yes, you all stay here. Если Гурудев говорит, дальше ты со мной не пойдешь, оставайся в таком-то месте, как бы вы отреагировали? Остались бы? Возможно, остались бы. So here, Vrindavan Das Thakur, he was tested by Nityananda that, okay, you stay here and you can't come on parikram with us. Это экзамен характера ученика и его шаранагати учителя. То есть Нитянанда Прабху, что тут остаешься, дальше не пойдешь со мной. But behind everything there is some blessing. Всегда, что бы Гуру ни говорил, вроде как бы даже внешнее наказание он дает, это всегда благословение. Just as Narada, he cursed the two twin Arjuna trees that they were doing so many bad things and they would become trees, but eventually they would be liberated by Krishna. Когда Нарада проклял Малакуверу и Грива за их дурное поведение, а им пришлось родиться в форме деревьев, но там было скрытое благословение, потому что после этого воплощения посетилось встретить самого Балагапала Кришну. So behind all of Gurudev's instructions, whether they seem positive to us or they seem restrictive to us, there is always mercy, always benediction, blessings. Какими бы строгими, пугающими наставления Гурудева не казались, всегда в этих наставлениях не только положительных, но и даже вроде бы как внешне негативных наставлениях всегда кроется милость для нас. So what happens is Vrindavan Das Thakur stayed in Denur and he got the blessings of Nitai to write the Chaitanya Bhagavat there. И, конечно же, Нитянанда Прабху, оставляя Вриндаван Дас Такура, он благословил его на то, чтобы тот и в этом месте поведал. Оставшись в Денуре, он там написал читание Бхагават. So Vrindavan Das Thakur, the difference between the Chaitanya Charitamrita and the Chaitanya Bhagavat is also significant. Есть большая разница между читанием Бхагават, поведанной Вриндаван Дас Такуром, и читанием Чаритамрита Кришнадаса Вирадха Госвами. In the Chaitanya Bhagavat, there is so much lila that is explained and the glorification of Mahaprabhu's early life. Читание Бхагават фокусируется на ранней жизни читания Махапрабху и описывает очень много лил. And we went to the Ram temple, there Murari Gupta, many of the Kadachas, the diaries of Murari Gupta were used both in the Chaitanya Charitamrita and in the Chaitanya Bhagavat for the early life of Mahaprabhu. Мы были в доме Мурари Гупты, который вел дневник. Он дописывал все лилы Махапрабху, и авторы и читания Бхагават, читания Чаритамриты полагались на вот эти записи дневника Мурари Гупты. So, the Chaitanya Bhagavat and the Chaitanya Charitamrita, they're very similar in that they are telling about the life history of Mahaprabhu.
И та, и другая гранта описывают жизнь Чайтаньи Махапрабху. В этом их схожесть. However, in the Chaitanya Charitamrita, you will see that Krishnadas Kaviraj, that he will give some lila and then he will expand on the Siddhanta. He will go deeply into the Siddhanta in one lila. What is the meaning of this? Пишите, как Кришнадасская Раджа Госвами, что он озаряет лилу, а потом пишет свои комментарии, фокусируясь на сиданте. Какие уроки нужно извлечь, какая сиданта является уроком вот этой определенной лилы. Whereas in the Chaitanya Bhagavat, it is mostly the lila, the pastimes, the sweet pastimes of Nitai and Gaura. А Чайтанья Бхагават главным образом фокусируется на пересказе лил, то есть игр Шри Нитянанды Прабху и Шри Гауранги Махапрабху. And so we see in the Chaitanya Charitamrita so much glorification of the Chaitanya Bhagavat, that Vrindavan Das Thakur is glorified by Krishna's Kaviraj. И Кришнадас Кавирадж Госвами непрестанно прославляет Чайтанья Бхагават Вриндаван Дас Тхакура в своей грации. So Krishna's Kaviraj, he says, I will just take those parts that haven't been expanded by Vrindavan Das Thakur, and I will expand on those. Кришнадас Кавирадж Госвами говорит, я буду фокусироваться на том, что не было затронуто в подробностях Вриндаван Дас Тхакуром, и я озарю вот эти лилы Господа. So Vrindavan Das Thakur, we owe so much to him, and we know that Bhakti Siddhanta Saraswati also has given a commentary on the Chaitanya Bhagavat. Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур сам написал комментарий на Чайтанья Бхагават, и мы все с вами в неоплатном долгу перед Вриндаван Дас Тхакуром. Srila Bhakti began Bharati Maharaj, when anybody would ask him, which book should I read, he always said, oh, you read Chaitanya Bhagavat. Шрила Бхактивидан Бхарати Махарадж, когда его спрашивали, а какую шастру мне читать, что мне читать, он всегда отвечал Чайтанья Бхагават. So here we remember Vrindavan Das Thakur and his contribution to the whole Sampradaya and how that has helped us to enter into Gaura Lila. Тут, находясь в месте рождения Вриндаван Дас Тхакура, мы выражаем ему свою благодарность, почтение и благодарим его за возможность соприкоснуться с Чайтаньей Бхагават, который озаряет нам, как правильно понимать читание лилы и как соприкоснуться с ними в должном. Shri Vrindavan Das Thakur ki jai, Shri Chaitanya Bhagavat ki jai, Gaura Premanandi. Hare Hare Bol. Gaura Chandra Radhikai Kadali Krishna Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah. By the causeless mercy of God, we have come to this supremely pure, transcendental holy place. Moda Druma Dweep. По этой причине мы пришли к Гуру Гаранге, мы оказались в этом непревзойденном, трансцендентном месте Мода Друмадвипе. Where we were just before in Janudweep, that is non-different from Bhadravan in Brajmanda, and this place is non-different from Bandirvan in Brajmanda. Сейчас мы были на Джанудвипе, и то место не отлично от Бадравана, а это место не отлично от леса Бандирвана, Вриндаванского леса. In the Treta Yuga, Это югу, when Lord Ramachandra, his coronation ceremony was about to take place, and he would become the Yuvraj, the crown prince. Трета-югу, прямо в канун коронации принца Рамачандры следующим царем. On the night before, Kaikeyi, the co-wife of his father, she took a benediction from Dasarath Maharaj. Oh, you promised to give me 2 benedictions, but I did not take them. I'm asking now. И прямо в канун вот этой коронации за ночь Кайкея, одна из супруг царя Дасарата, то есть непосредственно не биологическая мама Рамачандра, одна из других цариц, она обратилась к мужу, напомнив ему, что помнишь, давно ты мне обещал дать 2 благословения, и я решила, что сегодня это время мне напомнить. Instead of
Ramachandra being coronated in Ayodhya, he should go in exile to the forest for 14 years. Первое, о чем я тебя прошу, чтобы завтра, для того, чтобы короновать Рамачандру, ты должен созвать его в ссылку в лес на 14 лет. And my son Bharat, he should rule Ayodhya in his absence. Пусть мой сын Бхарат займет престол и правит Айодхией. Dasharatha Maharaj was devastated because he promised, I'll give you any benediction you ask for. And because he followed all Marjada, he could never break his word. Царь чуть не потерял дар речи. Несмотря на то, что он обещал этой жене исполнить любое пожелание, он никогда представить себе не мог, что она посягнет на такое, что она такому его попросит, но при этом, будучи кшатрией, который всегда держит свое слово, он не мог отказать ей в And этом. Lord Ram, being Maryada Purushottam, he would uphold the dignity of his father's word also. То есть отец строго соблюдал Марьяду, и сын Рамачандра, он тоже, будучи Марьяда Пурушоттамом, он не мог пойти против воли отца. Everyone protested. This is unjust. It is unprecedented. Когда пошла по городу молва, что вот такое, что Раму лишат престола, все подданные были возмущены, все говорили, это несправедливо, это коварно, это ужасно. How would you feel? Как бы вы ощущали себя в такой If someone ситуации? told you, oh, tomorrow you're going to become the king. Нам пообещали, или всю жизнь вы знали, что вы будете коронованы, и завтра день вашей And then коронации. suddenly, for no reason, it's just cancelled and you have to go live in the forest. Но вечером вам скажут, нет, планы Do поменялись, austerities. завтра отправляйся в лес на 14 лет и живи там, совершая But Lord аскезы. Ramachandra, he's so firmly fixed in Maryada. He was happy. Но Рамачандра, он как скала Мариады, то есть никак он не расстроился, тут подумал, ну He said, замечательно. Ahami Vachanadradya Katayam Apipavake Bakshayam Tisham Tikshnam Bisham Tikshnam Madjayantim Chacharnave Madjayam Apicharnave. The meaning is, on the order of my father, I can enter into fire. И по повелению, по приказу отца я готов войти в бушующее пламя. On the order of my father, I can drink deadly poison. По повелению отца я готов выпить смертельно опасный яд. On the order of my father, I can jump into the middle of the ocean. По повелению отца я готов нырнуть в пучину океана. So, disciple must have this mood. As Ram was obedient to his father, a disciple should be obedient to Gurudev in this way. They want to attain perfection of life. Это эталон духа повиновения. То есть у каждого садшиши должен быть такой дух повиновения своему гуру. Если Гурудева сказал, я сделаю. But now is Kali Yuga. Ну, Very так как difficult. сейчас у Кали-юга, Very hard to find a satsisya, bona fide disciple anywhere. такой достойный ученик найдется вообще. My Srila Bhaktivedanta Bhaman Goswami Maharaj used to say, now you have to blow on paint. Шрила Бхактивиданта Ваман Госвами Махарадж был, теперь приходится дуть даже на пенту. The Guru has to be so careful. Paint means, if there's rice, you serve rice in the evening, and there's something left over. So then you put the rice in water at night to keep it fresh, and then you serve it cold the next morning. Пента — это остатки риса с предыдущего дня, которые на ночь поставили в воду, чтобы он не портился, а утром сливают воду и таким холодным уже подают как завтрак. Вот это и есть пента. If someone gives freshly cooked rice, then you may have to blow on it a little bit because maybe it's hot. Понятно, если вам подают, But if you have the cold rice from the next night that was soaked in water, do you have to blow on it? если вам подают свежеприготовленный рис, он горячий, то надо подуть на него, чтобы не обжечь язык. Но если вам дадут холодный рис там из холодной воды, какой толк, зачем на него дуть? So Srila Brahma Maharaj used to say, nowadays disciples, they're so proud, they're so independent. Their ego is so fragile that when Guru gives an instruction, he has to be so careful that it's so careful like a person blowing on the painter, just to make sure that it's not hard. Ваман Махараджа так и комментировал, что такое плачевное положение вещей, ученики стали такими брыкливыми и такими капризными, если что-то не так гуру им сказал, и это заделать, они начинают роптать, там, возмущаться, оспаривать, говорит, приходится вот дуть как на пенту, даже на холодный рис, там на цыпочках ходить, чтобы их эго не задеть. Guru's not even telling, oh, enter this fire. Гуру не просит, He's not even telling, drink this deadly poison. никто яд вам не предлагает. He just say, oh, brahmacharis,
don't talk to women Он просто просит, Брамачари, or be alone in a room with a woman. не But разговаривайте it's almost с impossible to женским follow. полом. Вообще не подходите к ним близко, не уединяйтесь с ними нигде. Understand how fallen the so-called sisters are in this Только Kali Yuga. планка упала так низко, что приходится уже вот в таких простых вещах снова и снова говорить. We should try to be like Lord Ramachandra, happily accepting the order of our Guru Jan with a smile, however difficult it То is. есть, насколько бы сложным задание не было, которое дает Гурудев, но с улыбкой на устах должны просто с готовностью принимать эту волю и исполнять ее. So Lord Ramachandra, he went to the and with Sita and with Lakshman. И Рамачандра отправился в лес, взяв с собой брата Лакшмана и супругу Ситу. They wandered here and there through many forests, and after some time they arrived here. Они странствовали, долго путешествовали по разным местам, лесам и прибыли к этому месту. Everywhere they went, everyone who saw them was completely charmed. In the front, Lord Ram was walking, dressed in the cloth of an ascetic, and then behind him, Janaki, Sita Devi, and then behind her, for protection, Lakshman. And anyone who saw these three strolling through the forest, they were completely enchanted. Как мило выглядели эти трое. Рамачандра шел впереди, за ним шла Сита, а Лакшман замыкал, чтобы Сита была в безопасности, он шел последним. И кто бы их ни встретил, все лица людей озарялись улыбками. When Lord Ram came here, there was a huge banyan tree. И тут на этом месте росло огромное баньяновое дерево. And he sat beneath the banyan tree and he was meditating and he had a big smile on his face. Рамачандра сел под это дерево, погрузился в медитацию и сидел в медитации с улыбкой на устах. Afterwards, at an opportune moment, Sita Devi asked, "Oh, my lord, I saw that you were smiling, relishing something so much. Tell me what was in your heart." Позже, найдя уместное время, Сита подошла и бережно, с почтением спросила: «О Господь, Господин, я видела, с какой улыбкой ты сидел в этой медитации. Можешь ли ты со мной поделиться, на что ты медитировал в этот момент?» Lord Ram said, "I am remembering that in this place is Navadvip Dham, and in Kali Yuga I will incarnate here as the son of a Brahmin, Jagannath Mishra." И Рамачандра сказал, о чем я размышлял во время этой медитации. Я вспоминал, что это место есть Навадвипа Дама, а в Кали-югу я явлюсь в этой Навадвип-даме как сын Брахмана. In my childhood, I'll have pastimes as a great scholar and become famous. В детстве, прямо в юности я прославлюсь как великий ученый. But then, by the mercy of Gurudev, I will become completely absorbed in Harinam Sankirtan. Позже, по милости Гурудева, я погружусь в воспевание Харинама Санкиртаны. And I will relish Krishna praying among singing and dancing with my associates and share that with everyone. И вместе со своими спутниками я буду вкушать Кришна прему, щедро делясь со всеми людьми этой премой. Sita Devi said, "Oh, what will this Prem Nam Sankirtan be like?" Сита спросила, что это за прем нам Санкиртана. Then Lord Ramachandra said, "Oh Sita Devi, just close your eyes." Рамачандра сказал: Сита, закрой глаза. And Sita Devi, she closed her eyes, and by the mercy of the Dham Navadvip, she had the darshan of Chaitanya Mahaprabhu dancing with Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, Gadadhar Pandit, Srivas Thakur, and all associates, sweetly relishing Krishna Prem through the vibration, the melodious ragas of the holy name. Сита закрыла глаза, и по милости Навадвип-дамы она узрела прекрасное видение. Харинама Санкиртану, Чайтанья Махапрабху, Шри Нитянанды Прабху, Адвайта Ачарьи, Сривас Такура, как сладко они пели и танцевали. Who is more beautiful, Lord Ram or Gaurasundar? Кто прекраснее, Рама или Гаурасундар? When Sita Devi saw her husband in this golden form, she was completely enchanted. Когда Сита увидела своего супруга в этом новом для нее облике, в этом золотистом облике, она была полностью очарована. And then she opened her eyes, she said, "Tell me more." Она открыла глаза, посмотрела на супруга и сказала: расскажи мне побольше об этой лиле. Then he said, "Oh, after my father passes away, I'll get married." Рамачандра рассказал: после того, как мой отец
покинет этот мир, я женюсь. But then, at the age of 24, I'll renounce, I'll leave my wife and leave my mother and family, and I'll become an ascetic, and I'll wander through the forest, just as I'm wandering through the forest now. Когда This is мне what reminded me. исполнится мне 24, я расстанусь со всеми. Я оставлю свою жену, оставлю маму, оставлю всех друзей и стану аскетом. Я буду странствовать и петь харинаму. И вот буду, как вот мы сейчас с тобой тут в ссылке гуляем по лесу, вот так я буду проводить свое время. Sita Devi said that's not very fair. Сита Деви немножко напряглась, она сказала, ну If это... you've decided to incarnate in this world and become an ascetic, why get married first? Если ты уже знаешь сейчас, что ты придешь в саньясу потом, что ты станешь монахом, зачем ты будешь на ком-то жениться вообще? Is that not cruel? Разве это не жестоко, так заранее обрекая кого-то на вот остаться без мужа на всю жизнь? So then, Lord Ramachandra, he said, И Рама ответил, you should understand that prem has two aspects. о Сита, ты должна понимать, что у премы есть два берега. Sambhog rasa and vipralamba rasa. The rasa of meeting and the rasa of separation. То есть есть раса встречи, а есть раса разлуки. The rasa of meeting is very joyful. И раса встречи это очень радостное состояние. But at the time of separation, then the devotee, he loses consciousness of the external world and he experiences meeting in his heart at every second. And the relationship is relished in a much deeper way. Но во время разлуки преданный отключается от окружающей среды, уходит в свой, уединяется в своем внутреннем мире, и совсем по-другому он уже переживает вот эти нюансы встречи, вот, которые он испытал, совсем с новых ракурсов, с новой сладостью. So separation is called viraha. Vi means vishesh, special, and raha means rahasya, a special secret type of meeting. Это разлука, то есть ви препед означает, что особенный, а раха встреча, то есть это встреча совсем иного порядка. At the time of separation, there's such a happiness that dances on the heads of all types of other types of happiness. Встреча создает такую радостную атмосферу, состояние, что эта радость просто она танцует на голове всех других видов радости. And then the meeting that takes place after separation is much more intense. Nabi nabi pralambena sambhoga pushtimashnute. The joy of meeting cannot be nourished to its highest point without separation. Но горечь разлуки насыщает встречу, потому что встреча, которая состоится после интенсивной разлуки, она в разы интенсивнее такой регулярной, обычной встречи. And then he described to Sita what will happen in the future. И он поведал Сите о будущих своих лилах. As you know, Ravan stole away, kidnapped Sita and took her to Lanka. Знаете, во время игр Рамачандры Раван, демон, похитил Ситу, брал ее в плен на But Lord Ланку. Ram, being a powerful hero in the company of Hanuman and all the monkeys, invaded Lanka, defeated Ravan, and rescued Sita Devi. Но мужественный Рама смело вместе с Хануманом, Лакшми, он штурмовал Ланку и расправился с Раваной и вызволил Ситу. And then Sita and Ram, they returned to Ayodhya after so many years. И вдвоем Сита и Рама вернулись наконец-то в свой город, на свою родину после долгих лет And they were отсутствия. welcomed by all the residents of Ayodhya И who had been feeling separation from them. And that was the Deepavali, the origin of Deepavali festival. И там их с нетерпением все эти годы ждали их верные подданные, которые устроили огромный праздник в честь возвращения Рамы и Ситы. И это и был первый праздник Дипавали, где их приветствовали фитильками. So Lord Ram, he ruled for many years very happily. Рама правил своим царством в течение долгих лет. But Всё you было know, чудесно. in those days, kings, they used to dress up in disguise and wander around the kingdom to overhear conversations and see, to take the pulse of the populace, to see if they're happy and if their attitudes are dharmic.
И для царей вредности было важно знать, что происходит в народе. То есть они всегда пытались быть осведомлены о том, какие настроения гуляют в народе, правильно ли себя ведут люди. И цари часто переодевались инкогнито, как простолюдины, и шли, просто гуляли среди людей, чтобы услышать, о чем идет речь, как люди живут. So there was one washerman and his wife went out to meet with some relatives, but she came back after sunset. And according to Dharma, a lady should not go out, she should return to her husband before sunset. And so he locked the door. That's it, I will not let her in. И однажды Рама, переодевшись в одежды обычного человека, он пошел гулять по городу, уже стемнело, и проходил мимо дома в квартале, где жил прачечник, а жена прачечника пошла куда-то к родственникам, но там засиделась и вернулась домой после сумерек. А женщине не положено возвращаться домой, когда уже темно. Она должна быть дома до захода солнца. И муж запер дверь, сказал: я не знаю, где ты там гуляла, домой я тебя больше не пущу. Жена ломилась внутрь, стучала: ну открой дверь и пусти меня. He said, no! А прачечник говорил: нет, нетушки. You have gone out and without me and returned after dark, so now you can never come in this house again. Как ты посмела куда-то без меня уйти и вернуться вот так поздно ночью, теперь больше я тебя домой никогда не пущу. His wife said, oh, come on. Жена сказала: ты чё? Look, Lord Ramachandra, his wife stayed for so long in the Ashok Bhatt in the garden of Ravan, and he still took his wife back. Ну ты прибираешь, вот даже Рамачандра после того, как Сита столько времени провела у Раваны там в плену, он ее взял там нормально. So then Washerman said, yes, he may do that, but I am not like Lord Ram, I follow Dharma. А прачечник сказал: он пусть делает, что хочет, а я знаю законы Дharмы, и я буду следовать праведности. Lord Ram, he heard this, and he thought, how can a king rule over his citizens if the citizens don't have faith in him? И это был как Рама, услышав эти слова, они пронзили его сердце, это просто как бы удар молнии был для него. Он подумал: как я могу править людьми, если они меня не уважают, и я для них даже не авторитет. То есть, если они считают, что я не соблюдаю Дharму сам, как они будут ее соблюдать? So Sita Devi, she had a desire to visit the sages in the forest. She wanted sadhu sangha to get pranam and pranami. И Сита Деви по природе была очень праведная. Она посещала садху святых, и ей очень хотелось ездить как в Ашрам монастырь, почтить там святых, подарить им дары, оставить пранами, помолиться. So Lord Ram, he told Lakshman, you should take Sita Devi on a chariot, cross the river and bring her to the ashram in the forest of Valmiki Rishi. But when you arrive there, you tell her she has to stay there and come back without her. И Рама узнал, что Сита собирается в очередное паломничество, и он повелел Лакшману: ты отвези сам Ситу туда на колеснице, подвези ее к ашраму Валмики Риши, мудреца Валмики, и когда она там пойдет в ашрам, там ее оставь, обратно приезжай без нее. Lakshman was devastated. Для Лакшмана He didn't want to do it, but he's the younger brother, so he had to obey. это было вообще трагедией, каким-то кошмаром. Как он говорит: как я могу Ситу там бросить сам? Но он не смел ослушаться старшего брата. But he decided, I never want to be younger brother again. Но он решил больше So младшего in his брата. next incarnation became Balaram, the older brother. And Nityananda, older. Больше никогда младшим братом не буду. Все. И в следующем воплощении он стал Баларамом, старшим братом, потом Нитянандой, тоже старшим. So he brought Sita Devi to the ashram of Valmiki Rishi. When they crossed the river to the other side, he said, please excuse me, but Lord Ram has told me, I have to leave you here. I have to return without you, and you have to stay here. Лакшман перевез Ситу через реку, доставил ее в ашрам лесной мудреца Валмики, а потом попросил ее прощения, сказал: извини, пожалуйста, Сита, Рама повелел мне оставить тебя тут, я не могу тебя забрать Sita домой. Devi fainted. Сита просто упала в обморок от этих слов. She had suddenly been rejected. Она ее отвергает, она не могла поверить, что Рама отвергает ее. And then when she came to sense, she was weeping. She said, Lakshman, it is not your fault, it is my fault. Она пришла в себя и потом просто разрыдалась и сказала: Лакшман, я тебя не виню, ты вообще не виноват, это I am всё tasting моя the вина. result of my own activities because in my life
I have made 2 offenses to you, and this is the result. Сейчас я пожинаю горькие плоды своей кармы, своих дурных поступков, потому что 2 раза в жизни я оскорбила тебя. Since childhood, you always used to serve your elder brother, and when he took rest at night, you used to massage his feet until he went to sleep. С самого детства ты служил старшему брату, массируя его стопы перед сном. Ты всегда был в его спальне и укладывал его спать. But then on the day we were married, when I came to Lord Ram's room when he was resting, you were massaging his feet. And I came in and said, oh, go, you have to get up. Но в нашу свадебную ночь с Рамой, когда я зашла в спальную палату и увидела тебя там, рядом с ложем, когда ты массировал Раме стопы, я тебя отогнала, сказала, все. I should have been more tactful. Мне не хватило чуткости и такта поступить с тобой мягко. I gave pain to your heart, and for this offense now I have to suffer. Я причинила боль твоему сердцу, так неразумно, опрометчиво, и теперь я вот буду страдать за это. The second offense I made was, I saw a golden deer, and I asked Lord Ram, please bring me that golden deer. Но это не все. Я еще раз оскорбила тебя позже, когда я увидела золотого оленя в лесу. Я попросила Раму, чтобы поймать этого оленя для меня. And Lord Ram said, Lakshman, stay here and guard Sita, here in the forest. И Лакшман поручил Don't тебе, come under any circumstances. I'll go and catch the deer. а Рама, перед тем, как отправиться за оленем, он поручил тебе остаться со мной и сторожить меня, и ни в коем случае не отлучаться от меня ни на секунду. But this deer was the wizard Maricha. Я не знала, что это был совсем не олень, а колдун Маричи. And when Lord Ram shot him, just as he was dying, he imitated the voice of Lord Ram and called out, Lakshman, Lakshman, help me! И когда Рама застрелил этого колдуна, прямо при смертном выдохом он закричал, имитируя голос Рамы: «Лакшман, на помощь, Лакшман!» Sita Devi said, oh Lakshman, Сита your сказала, brother's calling you, go and help him at once. Сита услышала голос мужа, зовущего Лакшмана, сказал: «Лакшман, немедленно бросайся на помощь Раме!» Lakshman said, it's impossible. No one can put Lord Ram in danger. Лакшман сказал: «Я не верю, это не может быть Рама, потому что никто не может, он никогда не окажется в опасности». Then Sita Devi said, oh, now I understand everything. И Сита посмотрела на него с сарказмом, сказала: «Теперь мне все понятно. You're a spy of Bharat. Ты шпион Бхарата. You don't want to save him. Ты не хочешь помогать сейчас Раме, ты хочешь, чтобы он погиб». Huh? In those days, if the elder brother would pass away, then his wife would become the wife of the younger brother. Что происходило, когда если царь погибал, то жена переходила к младшему брату, становилась его So женой. you're a spy of Bharat. You want him to meet with the inauspicious fate. So Bharat can be the king and you can enjoy me. Я теперь все поняла. Ты жаждешь смерти своего брата, чтобы Бхарат мог занять престол, а ты мог наслаждаться мной. The words of Sita Devi. Sometimes the tongue of a woman is the most sharp, painful weapon. Когда женский язык — это самое острое оружие. Her words pierced the heart of Lakshman. And even though Lakshman, he had been told, don't leave Sita, but he had no choice. He had to go. Эти жестокие слова, преисполненные сарказма, они как копье пронзили сердце Лакшмана, и несмотря на то, что он обещал брату не отходить от нее ни на шаг, он уже не мог остаться рядом с ней, ему пришлось So идти искать Раму. Lakshman took his bow and he drew a circle around the ashram and chanted a mantra and made a protective wall by the power of his mantra. And then he went to find Lord Ram. Лакшман тогда, перед тем, как покинуть Ситу, он взял лук и начертил круг вокруг ашрама и того места, где она находилась. Лакшман реку сделал такую, заколдованный круг, и сказал: ни в коем случае не переступай через вот этот круг, и пошел искать Раму. In the meantime, Ravan came disguised as a sannyasi with a cloth over his head, saying, Bhiksham Dehi, give me alms, give me alms. В это время демон Раван пришел туда к этому ашраму, прикидывавшись там каким-то саду, который собирает подаяние, и просил бикшу: дайте мне бикшу, дайте мне бикшу. Sita Devi is very pious, so she immediately took some fruits and came out of the ashram to give fruits. But when Ravan approached, he couldn't cross over the line. Сита, будучи очень праведной по природе, тут же взяла фрукты дома, положила их на поднос и выбежала, чтобы дать эти дары садху.
Но Раван не мог переступить через вот эту Лакшман-реку, которую Лакшман нарисовал, она прямо его била током и не подпускала его к Сите. That's as he said, oh, I am leaving now, and if I leave without receiving alms, then the lady who doesn't give alms, her husband will die. Он понял, что ему не пробраться к Сите, и он решил ее так шантажировать, взять ее на испуг и сказать, ну что ж, придется уйти с пустыми руками, а если я уйду с пустыми руками, женщина, которая не дала мне подаяние, овдовеет. Although Lakshman had told her very strictly, don't cross over this line, because of her love for Lord Ram, she crossed over the line to give the fruit to Ravan, and then he took off his cape, and it was revealed he was the demon Ravan, and he grabbed Sita and kidnapped her and flew away. То есть он понимал, что сам он туда не пройдет к ней, и единственный способ получить ее, это чтобы вынудить ее самой выйти из этого круга. И Сита, несмотря на то, что Лакшман строго ей повелел ни шагу не делать, она не сдержалась, испуганная за судьбу Рамы, пытаясь спасти ему жизнь, она переступила эту черту, и тут же Раван скинул с себя этот капюшон и схватил ее. So the whole war of Lanka, everything was because of the sharp words, the offense that Sita said to Lakshman. Вся вот эта жуткая война, которая потом состоялась на Ланке, это все было из-за вот этих жестоких слов острого языка Ситы, вот то, что она не сдержалась и такое сказала Лакшману. So now she was being left behind in the ashram. She said to Lakshman, you don't have to ask forgiveness from me. I have to ask forgiveness from you. I have made 2 offenses to you, and now this is the result. И годы спустя, теперь, когда Лакшман оставил ее у ашрама Валмики Муни, она сказала ему, тебе нечем извиняться, это я должна перед тобой извиняться. Это я повинна в той боли, которую я тебе причинила. So be very careful. Don't commit offense to anyone. Будьте очень осторожны. Вот это пример, как будьте осторожны со словами и действиями, чтобы не причинить боль сердцу, ничему сердцу. Because the fruit will come and you will regret it, but it will be too late. Плоды могут быть уже очень горькими, и потом будет поздно уже сетовать, потому что уже можно, так получится, что вы не исправите ситуацию. So then Lakshman he returned to Ayodhya, and Sita Devi, she went towards the ashram of Valmiki, and Valmiki came out and greeted her, that, oh, I was expecting you. И Лакшман попрощался с Ситой и уехал обратно в Айодхью, а Сита побрела к ашраму Валмики. Мудрец Валмики вышел, поприветствовал, и сказал, я ждал тебя. There were some female ascetics who stayed in the ashram, and they took care of Sita, and they called her Bon Devi, Forest Devi. И там жили женщины-монахини, тоже такие аскеты, женщины жили в ашраме, и они взяли на себя опеку Ситы и называли ее лесной феей. Now, one of the reasons that Sita Devi fainted when Lakshman said you have to stay here. Одна из главных причин, почему Сита упала в обморок, когда она услышала, что ей придется остаться в ашраме. Because she said, Lakshman, how can you leave me here in this condition? Она сказала, как ты меня в таком положении тут можешь оставить, Лакшман? Can't you see? Ты разве не видишь, She was pregnant. что она была беременна? Lakshman said, no, I never look above your feet. А Лакшман растерялся и сказал, я никогда выше твоих стоп не смотрю на тебя. То есть он настолько праведный и целомудренный, что он никогда не смотрел на ее тело. Он говорит, я даже не знал, что это их положение. So Sita Devi, she stayed in ashram, and after some time she gave birth to twins, Love and Kush. И Сита осталась жить в своем новом доме, в этом ашраме Валмики Муни, и у нее родились 2 сына, Лав и Куш. Одновременно она And родила. the boys, they were raised by Valmiki Rishi and trained to be very good brahmacharis, very learned in Shastra. То есть дети росли уже в ашраме, ходили в Гурукулу, обучались ему самого мудреца Валмики, он вырастил, они стали достойными брахмачари, очень мужественными, прямолинейными, честными, они знали шастру. So many years before Valmiki Rishi, in his trance, he had realized all the pastimes of Lord Rama and wrote the Ramayana. So he taught the Ramayana to these 2 boys, but he didn't teach them the last chapter because they are in the last chapter. So they knew all the Ramayana, all the glories of Lord Ram, but they didn't know
that their mother was Sita and that they are the sons of Ram. И что удивительно, этот мудрец Валмики, он был великим бхактой Рамы, и еще за много лет до рождения этих детей он уже увидел все лилы Господа Рамы в трансе. И он написал Рамаян, и он даже обучил детей вот этим всем играм Господа Рамы, но не рассказывал им последние главы, в которых они сами уже начали фигурировать как его дети. То есть дети все знали про Раму и Ситу, кроме того, что Сита это была их мама, и что они были дети They Рамы. only knew, oh, our mother is Bandevi. Они знали, что маму зовут Лесная фея, и они живут... In the meantime, Lord Ram was in Ayodhya, and he said to his Gurudev, "O Vashishta Rishi, I must perform yagyas for the benefit of all the people. This is the dharma of the king." В это время продолжал править Айодхи, и он старался быть лучшим царем, самым праведным. Он сказал своему учителю, что я хочу проводить яги для благополучия и праведности, процветания моих людей, нашего общества. Vashishta Rishi said, "I'm sorry, it's not possible because to perform yagyas, for the king to perform yagyas, his wife has to be present, and you have no wife." Вашишта сказал, к сожалению, ваше высочество, это невозможно, потому что если царь хочет проводить яги, рядом должна сидеть его супруга во время яги, так как супруги вашей тут нет, то и яги никаких не будет. Lord Ram said, "Please, Gurudev, find a way." О, Гурудева, пожалуйста, придумай что-то. Lord Ram, then Vashishta Rishi told him, "There's one way. Вашишта Риши сказал, единственное, что я могу тебе предложить, это следующее. If you have a golden statue of Sita Devi made, and install Sita Devi there, you can keep the deity of Sita Devi next to you and perform the yajna." Я тебе рекомендую, как альтернативу, изваять золотую мурти Ситы, статую, сделать пран-пратишту, призвать Ситу туда, и пусть эта мурти сидит рядом с тобой во время сможешь их So проводить. Lord Ramachandra began to do a big yajna at Naimisharanya. И в Наймешаране Рамачандра стал проводить огромную пышную So ягу. many rishis were there, so many sages and kings, and he was there on his throne, and there was the golden statue of Sita Devi. И там было очень много гостей, много мудрецов, брахманов, и там он сидел там на троне, рядом сидела с ним золотая Сита. And by chance, one day, these two boys, these two brahmacharis, Lava and Kush, they were wandering here and there, and they came across this sacrifice in the forest of Naimisharanya. И так произошло в этот самый день. Мальчики Лавы Куш, они ходили по лесу, и они набрели на то место, на то поле, где проходила эта ягья Рамачандры. And when there was a break in the yajna, then they were singing kirtan of the Ramayana. И в перерыве между ягьей они запели киртан Рамаяны. And everyone was charmed by their recitation Все of Lord Ram's присутствующие pastimes. были очарованы их выступлением, вот этим киртаном, лила киртаном Араме. So then, the Lord Ramachandra, he told the Bharat, "Oh Bharat, go and ask these brahmacharis, and go and give them some dakshina, give them some dakshina, and ask them, who is their father?" И Рамачандра, он был заинтригован узнать, кто эти дети, и он Because he was suspicious. попросил Барата, Барат, пойди к ним, дай им дакшину, поблагодари их за выступление и выведай, кто их отец, чьи они дети. Потому что у него какие-то уже подозрения возникли. So Bharat came and said, "Oh brahmacharis, the king is very pleased with your performance. Please tell us, who is your father?" Барат подошел к ним, сказал, дорогие брамачари, царь очень доволен вашим выступлением, поведайте нам, кто ваш отец. The boy said, "Oh, we have heard that you are a very great politician, but now we have a doubt. Because this is the rule, the maryada. You never ask a brahmachari, who is your father? Because a brahmachari has no mother, no father in this world. His father is Gurudev, and his mother is mantra given by Gurudev." И дети ответили Барату, о, мы наслышаны о твоей мудрости и твоих дипломатических навыках, но сейчас у нас закрылись сомнения, как странно, что ты задаешь такой вопрос, брамачари. Все знают, что брамачари нет мамы и папы обычно, что отец брамачари это Гурудев, а мама это мантра, которую Гуру дал ему. Our father is Valmiki Rishi. Наш отец это Валмики Риши. Then he tried to give them some gold. Барат потянулся дать им золотых монет.
They said, we don't need this. Дети сказали, нам это не надо. We are brahmacharis. We live in the forest on fruits and roots. Мы брамачари, мы живем в лесу, мы собираем фрукты, корешки. We don't accept any worldly things. Нам не нужно вот это мирское. Everyone was amazed. То есть все были восхищены вот этим. They were thinking, who are these two very beautiful, handsome boys? Все думали, They're so bold. They follow Dharma so strictly. все взрослые были очарованы, думали, ну и дети, вообще какие они праведные, такие смелые, такие красивые. So then those boys, they returned to the ashram of Valmiki. И дети попрощались и просто ушли обратно домой в ашрам Валмики Муни. And they came to their mother. Подошли к маме. They said, oh mother, today we saw a very amazing thing. И стали рассказывать, мама, сегодня мы чудо увидели. We came in the forest to a sacrifice. Мы в лесу встретили место, где подошли к месту, где шла ягья. And the king was performing the sacrifice, and next to him there was a statue, and it was exactly like you. Only difference is you are breathing, and the statue was not breathing. И что удивительно, мама, царь сидел там на троне, он проводил ягью, а рядом с ним сидела золотая такая статуя, которая была вылитая ты. Единственная разница между тобой и вот этим золотым мурти, то, что ты дышишь и ходишь, а она сидела неподвижно. Then Sita Devi, she began to weep, and she realized the king has given up the queen, this position, but Ram never gave up Sita. И Сита не сдержалась и расплакалась при детях, потому что она поняла, что царь отверг царицу, но Рама не отверг Ситу. Lord Ramachandra understood these boys, they must be my sons. И Рама догадался, это наверняка мои дети, эти мальчики. He said to Vasishtha Rishi, please organize some pariksha, some tests. If Sita Devi can return and she can prove her chastity to the whole world, then she can be accepted back and the society will not criticize her. И тогда он стал думать, как вернуть Ситу. Он попросил Гурудева, Васишта Риши, придумай какую-то парикшу, какой-то тест, проверку на целомудрие, вот такой святой Ситы, чтобы доказать всему народу раз и навсегда, что она целомудренная, и тогда больше никто никогда не будет сомневаться в ней. So Vasishtha Rishi arranged, and when the yajna was going on, then Sita Devi arrived there in the sacrificial arena, very beautiful, and holding in one hand and holding the other hand her two sons, Lava and Kush. And Lord Ram saw her and his two sons. It was the first time ever the family was together. И когда проходила яга, то есть мудрецы договорились о том, что они устроят такую проверку для Ситы. Ее вызвали уже из ашрама Валмики, и во время яги из леса вышла Сита, великолепная, красивая, и руками она держалась за руки сыновей. И Рама впервые увидел всю свою так семью. Now Sita Devi, she was born from the earth. Сита Деви родилась из земли. And before everyone, she folded her hands and she prayed, "Oh Prithvi, Mother Earth." И прямо в присутствии всех людей она сложила руки и молитвенно стала звать: «О, мама земля, Притиви Деви! If in my life I have never even by my mind thought of any other man except for Lord Ram, then accept me." О, Притиви, о, мать земля, если даже в мыслях я не думала никогда в жизни о другом мужчине, кроме Рамы, пожалуйста, забери меня прямо сейчас. And then the earth Разверзлась and the небо, goddess of Mother Earth, Prithvi Devi, sitting on a throne, rose up out of the earth. разверзлась земля, и прямо из недр земли стал появляться трон, на котором восседала мать земля, Притиви Деви. And she embraced Sita Devi and took Sita Devi on her lap. Сита подбежала к ней, и Притиви усадила ее к себе на колени, And then her throne disappeared back into the earth and was covered over. и за And she секунду was gone. трон ушел под землю, земля закрылась, и не стало Ситы. Lord Ram is Maryada Purushottam. Господь Рама, он Мариада Пурушоттам, он He's a perfect son. эталон поведения, он He's идеальный a сын, perfect brother. идеальный брат, He's a perfect husband. идеальный муж, He's a perfect father. идеальный отец. But at every step in his pastimes,
he meets only with sorrow. Но с самого детства постоянно вот в течение своих лил он сталкивался с вот этими трагедиями. With tragedy. Трагедией, So печалью. Lord Ramachandra is the Adhishthatri Devata of Karun Ras, the pathetic mood, Рамачандра является compassion, that which invokes compassion. Адистатри Деватой, то есть главенствующим божеством Каруна расы, то есть расы сострадания. Finally, the family were together. But now he was with his two boys, but he had lost Sita. Еще минуту назад он думал, что он сейчас будет и с женой, и с детьми. Наконец-то впервые он увидел своих сыновей, а сейчас сыновья с ним, а Ситы уже нет. He became overwhelmed with grief. Он просто обезумел от горя. And he took his bow and arrow and said, "Oh, Prithvi Devi, Earth Goddess, give me back my Sita, otherwise I'll destroy you." And he was about to destroy the earth with his arrow. Разъяренный, он схватил лук и стрелу, направил эту стрелу на землю и сказал: Прithvi, немедленно верни мне Ситу, иначе я тебя уничтожу сейчас. At that time, Lord Brahma appeared. В этот момент появился Господь Брахма And he checked him. Stop. и бросился к Господу, остановил его. Now your pastimes in this world are complete. Брахма, твои лилы в этом мире завершены. You have attracted everyone in the whole world and melted their hearts and caused them to weep. Ты растопил сердца всех людей этого мира, и ты вызвал слезы на их глазах. So your appearance here is successful. Твое пребывание тут завершено. You should know Миссия исполнена. that Sita Devi has gone to the Nitya Dham, the eternal Ayodhya, and she's there waiting for you. Не переживай, Сита ждет тебя дома в вашей вечной обители. So now you should wind up your pastimes and with all your associates go into the upper category. Пожалуйста, заверши тут на земле свои прокат лилы и поскорее возвращайся обратно в вечную Айодхью. Sita Ram and Lakshman, Bharat, Hanuman, they are there today and everyone is happy. Все вот эти персонажи этих удивительных лил, описанных в Райане, они все в вечной Айодхе, в своих апракат лилах, и все несчастливы. But they manifest this very heart-touching, very tender pastimes of separation. Because in this world everyone is crying for themselves. But if you can cry for the Supreme Lord, then your life is successful. Но в этом мире они явили вот эти лилы, сострадания, вот этой грусти, такие душещипательные лилы, что просто растопили сердца всех людей. Просто люди обычно плачут о себе, о своих страданиях. Если кто-то прольет хоть пару слезинок о Господе и его участи, то жизнь такого человека увенчается успехом. You know that in Bhagavad Gita, Sri Krishna said, "Yeya tamam prapadyante tangstataiva bhajamiham." I reciprocate with everyone. As you surrender to me and serve me, I surrender to you and serve you. Кришна в Гите объясняет, что я всегда отвечаю взаимностью. Если вы предаетесь мне и служите мне, я предамся вам и буду служить вам. So in this place, when Ram was meditating beneath the banyan tree, И вот в этом месте, когда Рама медитировал под этим огромным баняновым деревом, he was feeling bliss, remembering Gaura Lila. он медитировал на свои горы лилы, испытывал So, блаженство. because he experienced bliss, moda, beneath the druma, this is called moda druma dweep. Слово мода означает блаженство. А так как он испытал эту моду под друмой, под деревом, то этот остров и стал называться мода друма And Двипа. because Sita asked him, "Oh, what are you meditating on?" И Сита расспрашивала его, на что ты медитируешь, что ты видишь в своем трансе? And she said, "Oh, why in this form of Gora do you get married and then become renounced?" И она расстроенно спросила, ну что ж так, почему в этих лилах ты станешь горой, ты женишься, а потом станешь монахом? Lord Ramachandra replied to Sita Devi, Рамачандра ответил Сите: "Oh, in my form as Goranga, I will leave home and I will leave. My wife will be Vishnu Priya, that is you. You will be Vishnu Priya, and I will leave you crying in the arms of Sachimata, who will be Kaushalya, Lord Rice, my mother." Рама сказал, в этих лилах я буду Гаурангой, ты станешь Вишнуприей, а мама Кошали станет Шачи Деви. И я приму саньясу, оставив тебя, рыдающую в объятиях мамы Шачи. Now hear very carefully. Услышьте внимательно. Lord Ram said, because in this pastime, В наших нынешних лилах you will have to go to the forests, тебе придется отправиться в лес. and in your absence, feeling separation from you, I will serve your
golden murti, Swarnasita, golden deity of you. So because I reciprocate with everyone, in my incarnation as Lord Garanga, I will have to go to the forest and take sannyas, and you will remain behind and worship my golden murti. И Рама сказал, в наших лилах тебе придется уйти в лес, а я страдаю в разлуке, чтобы буду поклоняться сварной сити, то есть золотой сити, твоей мурти. И так как я всегда отвечаю взаимностью, когда я приду как Гауранга, и ты придешь, то я уйду в лес, а ты будешь поклоняться моему золотому мурти. Now you understand what we were describing last night. Gaura Lila is Parishishta Lila. If there are any loose ends, if there are any unfinished business from any of the pastimes of the incarnations of the Lord, all that becomes completed in this Gaura Lila. So that unfinished reciprocation from Ram Lila was reciprocated and completed in this Gaura Lila. Мы вчера обсуждали, что Гора Лила это Паришишта Лила, это как приложение к лилам, в которых все разрешенные какие-то нюансы, они все вот развязка происходит и полное понимание симметрии вот этих всех лил Господа. Don't have any doubt. There's no question that Sri Chaitanya Mahaprabhu is Supreme Lord. That no human being could make this stuff up. То есть не сомневайтесь. It's just so incredible. It's just so amazing. All the Vedas are manifest. And the histories of the avatars over thousands of millions of years, how they're all resolved in Gaura Lila. It is beyond any human imagination. Ни на секунду не сомневайтесь, что это есть сам аватаре Шри Кришна, Верховный Господь, потому что никакой человеческий ум такого бы не придумал. То есть как Веды, все, что описано в Ведах, как оно вот проявлено все, и как красиво оно явлено в Гора Лила. The Vedas say Raso Vaisaha, the supreme truth is full of rasa, but no one can imagine what does it mean to be full of rasa. When you hear Krishna Lila, when you hear Ram Lila, hear Gaura Lila, then you realize, oh, this is God. Веды Full утверждают, of rasa. раса Вайсаха, что верховная истина преисполнена расой. Но это трудно понять, что значит раса, и только услышав из правильного источника Кришна Лилы, Рама Лилы, Гора Лилы, становится понятно, сколько там расы в этих лилах. So all these mysteries were revealed here. И все вот эти мистерии были тут явлены Рама и Сити. And this evening, we won't have class in the Вечером программы не ashram. We're будет. going out in Parakram again in the evening, and we're going to go to the temple where the golden form of Mahaprabhu that was worshipped directly by Vishnupriya is there. We'll go to have darshan of that form this evening. Между вечерней программой мы уезжаем снова с этого причала в город, обратно в Навадвипу, и там мы пойдем на даршан, и как раз пойдем в тот храм, где находится это золотое божество Гауранги, которому поклонялась Вишнуприя после того, как он принял саньясу. Gaura Premanande!